Трамп о войне с Ираном. Мы еще даже не начинали, ждите апокалиптический удар. Но Аятоллу я достал раньше, чем он меня. Пит Хексет отчитался о первых 3 днях военной кампании и сделал вывод. Иран – это не Ирак. Все будет по-другому. Перекрытый Ормузский пролив и удар по нефтеперерабатывающим заводам Сауди Арамко. Цены на нефть взлетели, бензин в Европе дорожает по часам. Иран утверждает, что США ударили по ядерному объекту в Натанзе. МАГАТЭ проверила и какие выводы сделала. Иран в руках чрезвычайной тройки. Кто сейчас правит страной? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Министр войны США Пит Хексет впервые с начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана вышел к прессе, чтобы рассказать о ходе боевых действий, прокомментировать потери со стороны армии США и чтобы ответить на главный вопрос: для чего эта война и сколько она будет продолжаться. Это не так называемая война за смену режима. Но режим, безусловно, изменился. И миру от этого только лучше. Цель операции «Эпическая ярость» предельно точна. Уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и тогда у них никогда не будет ядерного оружия. Это не Ирак, это не бесконечная война. Я там был и как солдат, и как репортер. Как и предупреждал президент, подобные операции не обойдутся без жертв. Война — это ад, и так будет всегда. Благодарная нация чтит память 4 американцев, которых мы уже потеряли, и тех, кто получил ранения. Это лучшие качества Америки. Мы завершим это дело на условиях «Америка прежде всего», выбранных президентом Трампом, никем другим. Так и должно быть. Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем. Их война против американцев стала нашей местью, их аятолле и его призывом к смерти. Потребовался 47-й президент, боец, который всегда ставит Америку на первое место, чтобы наконец-то провести черту после 47 лет иранской агрессии. Он напомнил миру, как делал это снова и снова, что быть американцем означает нечто нерушимое. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где бы то ни было на земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы вас убьем. У президента Трампа есть полная свобода действий, чтобы говорить о том, сколько времени это может занять. 4 недели, 2 недели, 6 недель. Сроки могут быть увеличены, а могут и не быть увеличены. Мы будем выполнять по его указанию поставленные перед нами задачи. И то, что он продемонстрировал, способность которой, кажется, не обладают другие президенты, но я имею в виду, Джо Байден даже не знал, что делает, это искать возможности пути отступления и эскалации для Соединенных Штатов, которые создают новые возможности для выполнения необходимых нам задач в соответствии с нашими собственными сроками. Мы не собираемся вдаваться в подробности того, что мы будем или не будем делать. Я думаю, это одно из тех заблуждений, которые существуют уже давно, что это ведомство, президенты или другие, должны говорить американскому народу и, кстати, нашим врагам, вот что именно мы будем делать, вот как долго мы будем это делать, вот как далеко мы зайдем, вот что мы готовы делать и чего не готовы делать. Это глупость. И поэтому президент Трамп гарантирует, что наши враги понимают, что мы пойдем так далеко, как это необходимо для продвижения американских интересов. Но мы не глупы в этом плане. Не нужно запускать туда 200 тысяч человек и оставаться там 20 лет. Что касается потерь среди американцев, то тот конкретный инцидент произошел, знаете, у нас есть системы ПВО, и на нас обрушивается много снарядов, и мы, безусловно, поражаем большинство из них. У нас невероятно мощные системы ПВО. Иногда, к сожалению, может произойти так называемый сквиртер, снаряд, который пробивается сквозь оборону. В этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен, но это очень мощное оружие. Поэтому мы, безусловно, будем, как я уже сказал, вспоминать о таких моментах, заботиться о них и их семьях, и это только укрепит нашу решимость сделать все должным образом. У них есть возможности нанесения ударов на большие расстояния, на чем мы сейчас сосредоточены в первую очередь. В брифинге, который мы получили сегодня утром, адмирал Купер точно
точно знает, с какой именно матрицей угроз он имеет дело, как они могут изменить свои методы и как мы к этому адаптируемся. Поэтому мы следим за тем, чтобы у командующего театром военных действий было абсолютно все необходимое, и один из моментов, который упомянул председатель, заключается в том, что на протяжении многих месяцев, еще до наращивания военной мощи, мы обеспечивали максимальную обороноспособность на театре военных действий. Что касается сроков, я бы никогда не стал устанавливать временные рамки с нашей точки зрения. Главнокомандующий задает темп боевых действий. Как я уже сказал, все происходит на его условиях, и мы позаботимся о том, чтобы у адмирала Купера и его команды было все необходимое не только для обороны. Я имею в виду, что лучшая оборона — это хорошее нападение, поэтому мы агрессивно продвигаемся в воздушное пространство над южным флангом, чтобы обеспечить его контроль и уничтожить все, что попытается нас обстрелять. Представьте, что вы стреляете в лучника, а не в стрелы. Именно там мы хотим оказаться, и у нас есть превосходная разведка, чтобы прорваться вперед, найти цель и уничтожить ее. Это не произойдет в одночасье, это большое поле боя. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались организовать его убийство. Но ему первым удалось убить верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаминеи. Об этом рассказал главный корреспондент ABC News в Вашингтоне Джонатан Карл. В другом телефонном разговоре сегодня вечером президент Трамп сказал мне это о смерти аятоллы Хаминеи. Я достал его раньше, чем он меня. Они пытались дважды. Ну, я достал его первым. Это ссылка на то, что, по мнению разведки США, в 2024 году был заговор с целью убийства Трампа. Чуть позже в телефонном интервью телеканалу CNN Трамп заявил, что американские военные активно наносят удары по Ирану. Однако основная волна операции еще впереди. Но кампания, по его оценке, развивается успешно, и он рассчитывает, что конфликт не затянется дольше 4 недель, потому что события идут быстрее графика. Президент Трамп признал, что его удивила масштабная ответная реакция Тегерана, в том числе удары по Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и ОАЭ. По его словам, изначально предполагалось, что эти страны будут вовлечены минимально, однако теперь они активно участвуют в противостоянии. Трамп подчеркнул, что атаки по гражданским объектам лишь усилили решимость союзников США реагировать на действия Ирана. Продолжаются взаимные обмены авиаударами между США, Израилем и Ираном, атаковавшим, начиная с субботы, кроме американских и израильских целей, еще 12 государств Ближнего Востока и Европы. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Иорданию, Ирак, Бахрейн, Оман, Сирию, Кипр, Францию, атакована база Кэм-де-Лапе в Эмиратах, Италию, атака на базу Али-Аль-Салем, Великобританию, база ВВС в Акротире на Кипре. В понедельник Иран атаковал 2 энергетических объекта Катара беспилотниками. Целями стали резервуар с водой на электростанции в Мисаид и объект в Рослафан, связанным с Катар Энерджи. Человеческих жертв нет, ущерб оценивается. Официальное заявление ожидается. В Израиле Иран запустил ракету по Беэр-Шеве. По данным Маген-Давид-Адом, до 19 человек получили легкие ранения. Удар пришелся по жилому району, возник пожар. Камеры наблюдения зафиксировали момент попадания ракеты. Это часть взаимного обмена ударами после авиаударов США и Израиля по Ирану в субботу, когда погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаминеи. На 3-й день операции Израиль провел новую волну авиаударов по Тегерану, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю и соседним странам. В Тегеране израильский удар повредил многоквартирные дома и больницу на улице Ганди. Очевидцы сообщили, что целью была телевышка 2-го канала. Пострадавших эвакуировали на носилках, здания серьезно разрушены. Иран с субботы нанес удары как минимум по 6 американским военным объектам на Ближнем Востоке после начала атак США и Израиля по его территории. Под удары попали объекты в Бахрейне, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и 3 площадки в Кувейте. Повреждены или уничтожены отдельные здания, в том числе оборудование спутниковой связи. Точное количество выпущенных ракет и беспилотников неизвестно, как и число перехваченных целей. Однако инциденты ставят под вопрос устойчивость этих баз к дальнейшим атакам. По данным Пентагона, в результате удара по лагерю Арифджан в Кувейте погибли 3 американских военнослужащих, еще 5 получили тяжелые ранения. Подтвержденных данных о жертвах на других объектах нет. В Бахрейне под удар попал штаб 5-го флота ВМС США в Манаме. Видеозаписи показывают применение как ракет, так и беспилотников. Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение 2 терминалов спутниковой связи и серьезные повреждения ряда зданий. В Ираке атаки пришлись по военной базе при аэропорте Эрбиля, где размещаются американские силы. На кадрах видны столбы дыма и пламя. По состоянию на воскресенье 4 строения были разрушены или серьезно повреждены. Пожары продолжались и в понедельник. В Эмиратах дым зафиксирован на территории огражденной зоны ВМС США в порту Джебель-Али в Дубае.
одном из ключевых пунктов захода американского флота. В Кувейте на видео с лагеря Бюринг видно, как беспилотник входит в периметр базы и детонирует. Масштаб разрушений различается, но серия ударов демонстрирует расширение географии конфликта и уязвимость американской инфраструктуры в регионе. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре после удара беспилотника. Иран ударил по одному из важнейших для мировой экономики НПЗ на третий день войны США и Израиля против Ирана. Видео очевидцев зафиксировало густой дым над промышленным комплексом. Комплекс в Рас-Тануре на побережье Персидского залива включает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью около 550 тысяч баррелей в сутки и является ключевым экспортным терминалом саудовской нефти. По данным источника, предприятие было остановлено в качестве меры предосторожности. Ситуация находится под контролем. Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии сообщил телеканалу Аль-Арабия, что 2 беспилотника были перехвачены, а падение обломков вызвало ограниченное возгорание. Пострадавших нет. Накануне власти королевства заявляли, что Саудовская Аравия готова принять военные меры против Ирана, если американские базы будут подвергаться атакам, а также предупредила Тегеран о военных последствиях, если он продолжит атаковать страны Персидского залива. Министерство обороны Кувейта 2 марта сообщило о крушении нескольких американских истребителей на территории страны. Все члены экипажей катапультировались, живы и доставлены в больницы. Другие детали кувейтская сторона не уточнила. Ранее в соцсетях появилось видео падения одного из самолетов. Кадры сняты примерно в 10 километрах от авиабазы США Аль-Салем в Кувейте. Места крушения остальных самолетов пока официально не раскрываются. Позднее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что 3 истребителя F-15 и Strike Eagle были сбиты в результате инцидента с дружественным огнем. По данным американской стороны, в условиях активных боевых действий, включая атаки иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников, кувейтская противовоздушная оборона по ошибке открыли огонь по американским самолетам. Все 6 пилотов благополучно катапультировались, эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. В Центральном командовании подчеркнули, что инцидент расследуется. Самолеты выполняли задачи в рамках операции против Ирана под названием Epic Fury. Кувейт признал произошедшее и подтвердил сотрудничество в ходе продолжающейся операции. Иранский посол в ООН и МАГАТЭ Реза Наджафи заявил в понедельник, что в результате ударов США и Израиля по Ирану поражен ядерный объект в Натанзе. Совместная агрессия США и израильского режима – это вторая агрессия менее чем за 9 месяцев. Все эти нападения незаконны, преступны и жестоки. Только в одном случае они полностью разрушили начальную школу, убив по меньшей мере 165 девочек. Это так называемая помощь и свобода, которые президент США обещал иранцам. Вчера они снова атаковали мирные охраняемые ядерные объекты Ирана. Их оправдание тем, что Иран хочет разработать ядерное оружие, это просто большая ложь. Они убили нашего верховного лидера, который был единственным мусульманским ученым, полностью запрещавшим ядерное оружие. Ложь, обман и искажение фактов всегда были основополагающим инструментом внешней политики США. Это то, что называют оружием массового обмана США. Исторически они использовали обман и дезинформацию для вторжения в другие страны. Эта война была начата президентом США, который пытается представить себя человеком мира и просит Нобелевскую премию мира. Даже когда они говорят о мире, это ложь. А если они призывают к дипломатии, это всего лишь обман. Для них дипломатия — это всего лишь инструмент для обмана других. Это уже второй раз, когда они вторгаются в наши страны во время переговоров. Сегодня мы должны были провести технические совещания здесь, в Вене. Основываясь на таких обманах и необоснованных обвинениях, они сначала в июне нанесли удары по мирным, охраняемым ядерным объектам, а затем и здесь. Согласно международному праву, эти удары являются незаконными и представляют собой преступление агрессии. Согласно резолюции МАГАТЭ, такие атаки являются нарушением устава агентства. Именно поэтому Иран при поддержке России и Китая созвал специальную сессию МАГАТЭ. Эти атаки связаны с основным мандатом агентства. Мы просим Совет директоров категорически осудить такие атаки. Мы скорбим о потере нашего верховного лидера и наших невинных мирных жителей, жестоко убитых режимами США и Израиля. Тем не менее, великая иранская нация едина и полна решимости решительно и энергично защищать свою страну, честь и интересы. Наши вооруженные силы будут продолжать мужественно защищать страну всеми доступными средствами. Это наше неотъемлемое право согласно статье 51 Устава ООН. Большое спасибо. Посол, о каких ядерных объектах вы говорите? Натанз — это Натанз. Международное агентство по атомной энергии не располагает информацией, что израильские и американские атаки на Иран
затронули какие-либо ядерные объекты. Однако МАГАТЭ не удалось связаться с иранскими ядерными властями, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. До настоящего времени в странах, граничащих с Ираном, не было зафиксировано повышение уровня радиации выше обычного фонового уровня. Что касается состояния ядерных установок в Иране на данный момент, у нас нет никаких сведений о том, что какие-либо из ядерных установок, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла были повреждены или подверглись нападению. Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования через Международную электротехническую комиссию продолжаются, но пока безрезультатно. Мы надеемся, что этот незаменимый канал связи будет восстановлен как можно скорее. После гибели аятоллы Али Хаминеи в Иране начал работать Временный совет по руководству страной. И с воскресенья его участники провели 2 официальных заседания. Иран также признал, что удары США и Израиля привели к гибели ряда высокопоставленных чиновников. В состав совета вошел аятолла Алиреза Арафи, представляющий Совет Стражей Конституции. Кроме него, в руководящий орган включены сам Пезешкиан и глава судебной власти Голам Хоссейн Мохсенеджей. Пезешкиан подчеркнул, что Временный совет продолжит политический курс Хаминеи и заявил о готовности вооруженных сил разгромить базы противников. Также Иран отказался от возможности любых переговоров с США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран ведет оборонительную войну против неспровоцированной агрессии США и Израиля. Несмотря на то, что за последние 3 суток режим исламистов атаковал 14 государств Ближнего Востока и Европы. Иран всегда был открыт для дипломатии. И, я думаю, у нас очень хорошая репутация в этом плане. В отличие от американцев, их репутация очень плохая и крайне негативная. Это уже 2-й раз, когда мы ведем переговоры с американцами, и они решили атаковать нас прямо посреди переговоров. Первая же ракета или снаряд, или что бы они ни выпустили, попали в стол переговоров. Точно так же произошло в июне прошлого года. У нас был и другой опыт. Мы вели переговоры 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германия. И мы заключили сделку в 2015 году. И именно США вышли из нее без всякого оправдания, без объяснения причин. А Иран оставался приверженным этой сделке, пока она действовала. Поэтому никто не может усомниться в добросовестности Ирана и его готовности к дипломатии, к переговорам. В этой войне не будет победы. И они не смогли достичь своих целей, и не смогут достичь их в ближайшие дни. Пока они продолжают, они ничего не добьются. Это напоминает мне предыдущую войну, 12-дневную войну в июне прошлого года, когда они ожидали, что через 2-3 дня Иран капитулирует, сдастся. Но им потребовалось 12 дней, чтобы понять, что Иран не сдается, что у них нет другого выхода, кроме как потребовать безоговорочного прекращения огня. Если их цель — смена режима, то это невыполнимая миссия. Мы знаем, что падение лидера не означает смену режима или изменение политической системы в Иране. Нет, у нас очень хорошо развитая политическая система. У нас очень богатая конституция. И на ее основе все государственные институты функционируют. Они выполняют свою работу, свои функции. И, как я объяснял ранее, даже в случае падения верховного лидера у нас есть процедура, которую мы немедленно активировали. И вы увидите результат либо завтра, либо послезавтра. Новый лидер будет назначен Советом экспертов. Все эти эксперты избираются самим народом. И вся система, весь режим, как вы сказали, достаточно сильны, чтобы противостоять любым потрясениям. И, как вы видите, мы потеряли нескольких командиров, высокопоставленных военачальников, но их немедленно заменили, потому что в Иране все очень хорошо налажено. Что ж, на самом деле, как вы знаете, у нас нет проблем со странами по другую сторону Персидского залива. У нас дружеские и добрососедские отношения со всеми ними, и мы полны решимости продолжать эти отношения. По сути, мы совершаем акт самообороны и ответ на американскую агрессию против нас. Мы не нападаем на наших братьев в Персидском заливе. Мы не нападаем на наших соседей, но мы атакуем американские цели. И это очевидно. Американцы, американские военные нацелены на нас, атакуют нас. И у нас нет другого выхода, кроме как защищаться. И, конечно же, мы не можем поражать цели на территории Соединенных Штатов. Поэтому мы должны иметь дело с их базами в регионе и объектами или сооружениями, которые они используют в странах региона. Иранский беспилотник типа «Шахед» ударил по базе королевских ВВС Великобритании Акротире на Кипре в ночь на 2 марта. По данным Министерства обороны Великобритании и президента Кипра Никоса Христодулидиса, ущерб оказался незначительным, пострадавших нет. Источники агентства Reuters сообщили, что британские силы перехватили еще один дрон. В 0 часов 3 минуты беспилотный летательный аппарат типа «Шахед» приблизился к военным объектам на территории британской базы в Акротире, причинив незначительные повреждения. Мы оказались в регионе, отличающемся особой геополитической нестабильностью, с множеством проблем и вызовов, переживающим беспрецедентный кризис. Хочу четко заявить, наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях.
Мы остаемся привержены гуманитарной роли, которую мы выполняли на протяжении всего этого времени, всегда как часть решения, а не проблемы. Атака с «Шахедом» 2 марта стала первым ударом по базе за 40 лет. В 1986 году ее атаковали ливийские боевики. А Кратири – одна из 2 британских суверенных баз, сохраненных после провозглашения независимости Кипра в 1960 году. Объект ранее использовался в операциях в Ираке, Сирии и Йемене. Жителям в районе базы рекомендовано оставаться в укрытиях. То, что мы пережили вчера в Акротире, было очень страшно. Мы чувствовали страх, ужас, словно не знали, что делать. Мы собрали из дома кое-какие необходимые вещи и ушли, чтобы защитить себя. Да, очень многие люди покинули деревню. Некоторые жители остались, но сегодня утром мы вернулись домой, чтобы решить, что делать дальше. Действительно ли нам нужно уезжать совсем? Вы понимаете, что это военная зона. Официально нам сообщили, что инцидент был единичным. Мы не можем сказать, что на военной базе нельзя быть бдительными, как вы понимаете, учитывая происходящее вокруг нас. Удар по базе британских королевских ВВС на Кипре произошел всего через несколько часов после того, как накануне премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон согласился предоставить США свои базы для оборонительных ударов по иранским ракетным складам и пусковым установкам. Хочу внести полную ясность. Мы все помним ошибки Ирака и усвоили эти уроки. Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям сейчас. Но Иран проводит стратегию выжженной земли. Поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и наших народов в регионе, потому что это наш долг перед британским народом. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что одностороннее решение Израиля и США атаковать Иран следовало сначала обсудить в коллективных международных структурах, прежде всего в Организации Объединенных Наций. По его словам, именно Совет Безопасности ООН мог придать применению силы против Тегерана необходимую легитимность, поскольку позволяет государствам публично взять на себя ответственность. Глубоко прискорбно, что эта ситуация не могла быть урегулирована в рамках международных институтов, которые являются единственными, способными заложить основы для прочного мира и стабильности. Безрассудная и неизбирательная реакция иранского режима отражает его давнюю стратегию, террор и хаос. Вчера ангар на нашей военно-морской базе в ОАЭ был атакован беспилотником, нацеленным на порт Абу-Даби. К счастью, это привело лишь к ограниченному материальному ущербу. Прошлой ночью, по сообщениям, беспилотник разбился на британской базе на Кипре. Бессрочное продолжение военных действий без четкой цели чревато созданием спирали нестабильности, которая погрузит Иран и регион в длительный период неопределенности с крайне непредсказуемым исходом, в конечном итоге нанеся ущерб нашим интересам. Именно поэтому военная эскалация должна быть немедленно прекращена. Иранский режим, потерявший своего лидера, должен прекратить свои атаки. Представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин опровергла информацию о готовящейся между Ираном и Китаем сделке по закупке китайских сверхзвуковых противокорабельных ракет. Также она никак не прокомментировала информацию западных СМИ и осинт-аналитиков о том, что Китай полностью снабжает Иран спутниковыми разведданными во время войны с США и Ираном. Эти сообщения не соответствуют действительности. Будучи ответственной крупной державой, Китай всегда выполнял свои международные обязательства. Китай выступает против злонамеренной шумихи и надеется, что соответствующие стороны предпримут больше усилий для снижения напряженности. Соединенные Штаты и Израиль нанесли военный удар по Ирану без разрешения Совета Безопасности ООН, нарушив международное право. Китай глубоко обеспокоен последствиями конфликта для соседних стран. Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива также должны в полной мере соблюдаться, и мы призываем все стороны прекратить военные действия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта. Китай и Россия настаивают на проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения текущей ситуации. Мы поддерживаем дальнейшую роль Совета Безопасности ООН и надеемся, что все заинтересованные стороны немедленно прекратят военные действия во избежание эскалации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия постоянно обсуждает военную операцию США и Израиля против Ирана с иранскими коллегами. Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутыми конфликтом.
том числе с государствами Персидского залива. Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между Соединенными Штатами и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии. Кризис вокруг Ирана уже отражается на кошельках автомобилистов в Европе. Например, в Германии в понедельник утром цены на топливо традиционно выросли. Однако на этот раз подорожание оказалось более заметным. Во Франкфурте дизель стоит около 1 евро 80 центов за литр. Бензин «Супер» — 1 евро 91 цент и выше. Специальные виды топлива превышают отметку в 2 евро за литр. Рост цен последовал после ударов США и Израиля по Ирану. Поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив оказались затруднены. По данным судоходных сервисов, к воскресенью у входа в пролив скопилось около 200 судов, включая нефтяные и газовые танкеры. Сообщается также, что в воскресенье в водах Персидского залива были повреждены 3 танкера. 1 моряк погиб. Ситуация усиливает опасения по поводу перебоев в глобальных поставках энергоресурсов и дальнейшего роста цен.